Друзья мои, привет и добро пожаловать на мой канал. Спасибо, что присоединились сегодня ко мне. Сегодня у нас с вами, как вы думаете, что? Очередная распаковка. Это вторая сумка из моего виш-листа, которую я себе заказала. Я вам рассказывала в видео о сумке Полен, где я ее открывала. Ссылка будет, наверное, в этом углу. Я, как обычно, не знаю, в каком углу это. В сумке о Полен я вам рассказывала, что у меня всего 4 заказа, и сегодня пришел второй заказ. Вместе с вами откроем первое впечатление, посмотрим, как это выглядит на мне и вообще, что, зачем и почему. Сразу скажу, я уже ее открывала, так что первое впечатление будет немножко вторичным. Но я все запаковала точно так же, как это пришло, поэтому мы будем с вами открывать с нуля. Об этой сумке я писала в своем инстаграме, даже вам ставила опрос, какая из 4 сумок, которую видите сейчас на вашем экране, вы бы выбрали на ваше предпочтение, что вам нравится, какая, похоже, может быть, на Celine Classic Box. 75% из вас выбрала именно ту сумку, которую я сегодня вам покажу, которую я заказала. Это сумка бренда Atelier Auguste. Это такой, знаете, маленький частный, домашний, как это назвать, бренд. Они шьют сумки в Италии, но бренд сам он французский. Сумка посылалась с Франции. Немножечко как в прошлый раз, в этот раз вам тоже расскажу про доставку. Значит, напоминаю всем, я живу в Израиле. В Израиле все, что заказывается с $75 выше, облагается местным НДС, 17% от стоимости самой вещи. Без включая в это доставку, только конкретно вещи, хотя, может быть, я ошибаюсь. Я выбрала самый дешевый образ доставки для того, чтобы были меньше налоги. Но, как оказалось, самый дешевый способ доставки это было FedEx, а FedEx в Израиле это очень дорогой вид доставки, даже дороже DHL. Несмотря на то, что доставка мне стоила 20 евро, налоги и все пошлины FedEx, они очень-очень высокие. То есть сам НДС, он 17% от стоимости сумки. Но пошлины НДС, которые они берут для того, чтобы привезти эту сумку и сделать все налоговые фишки, он мне вышел, по-моему, 10% дороже, чем сам НДС. В общем, мне все пошлины вышли 40 евро, что-то очень дорого. И если бы я знала, что посылка будет посылаться FedEx, они не отметили, что это будет FedEx, они просто отметили, что это будет, по-моему, что-то стандартная доставка с номером отслежки, что-то типа того. Я бы, может быть, 2 раза подумала, если бы посылать на FedEx, потому что я знаю, что FedEx, они очень-очень дорогие, они намного дороже DHL, и вообще я их не очень люблю. Сумка была заказана 14 числа. 14 числа они мне ее отослали, и получила ее 23 числа, учитывая, что в Израиле было по дороге, наверное, праздника 3. То есть, может быть, если бы в нормальные дни, я получила бы ее быстрее, но так получилось достаточно долго. Вот, все пришло вот в такой коробке. Коробка, если честно, пришла вся вот такая вот пожмятая. Здесь внутри вот все чеки за то, что я заплатила, плюс адрес и всякое такое. Коробку я просто скотч порезала, открыла. И здесь у меня были 2 карточки. Значит, здесь сама сумка, которая была упакована вот так вот красиво в бумажку. Здесь шли 2 карточки, где они говорят «Мерси» за то, что я заказала эту сумку. И здесь они рассказывают, в принципе, что они как-то себя называют. Спасибо, что вы поддерживаете маленькие и креативные бизнесы. Вот так, как-то так. Здесь они, по-моему, рассказывают, как ухаживать за кожей. Вот так вот называется бренд. Сама сумка пришла упакована, как я уже сказала, в бумажке. Давайте вот эту бумажку вытащим. Сейчас буду шуршать. Вместе откроем. Здесь пришло, вот именно так было упаковано. Внутри у нас была сумка, которая была упакована еще в бумажку. Не в бумажку, пупырчатую. Ну, вы поняли, короче. Здесь изнутри я вытаскиваю саму сумку. И сумка у нас идет в таком пыльнике. Пыльник у нас вот такой вот серый и сделан из льна. Я предполагаю, что это лен. Ну, по крайней мере, это очень напоминает лен. Ну и внутри шла сама сумка.
Я выбрала из вариантов, был мини и макси или мини обыкновенно, я выбрала мини-вариант. Я обычно всегда из сумок предпочитаю мини-вариант, потому что я не очень люблю большие сумки, и мне, в принципе, нужно, чтобы в сумке был какой-то минимум мой необходимый. У нас здесь написан именно лого. Я выбрала черный цвет. Я не знаю, что я себе думала, когда выбирала черный цвет. Вообще, черный цвет для меня немножко сложный цвет. А у меня нету сумок черного цвета. И вообще, это цвет, который я не очень люблю в своем гардеробе. Но подумала, что я хочу какую-то такую классическую сумку именно черного цвета. Я не знаю, зачем я выбрала черный цвет, не спрашивайте. Она идет на кнопке, которая вшита. Кнопка не очень такая, как сказать, кнопочная, не очень магнитится хорошо. Здесь у нас шла бумажка. Здесь, с этой стороны, то, что мне понравилось, что кожа, она такая же, как и снаружи. То есть она прошита 2 раза, одна и та же кожа. А не какой-то замш, она, значит, не будет пачкаться, будет легко протираться. И здесь у нас идет ручка. Здесь вот есть дырочки. И вот эти вот заклепки, которые можно менять. Сейчас заклепки находятся на самом максимуме, где-то так. Вот. И внутри у нас есть много бумажки. У нас также есть вкладыш. И, в принципе, здесь у нас все прошито, хлопок такой. Здесь у нас есть кожаный кармашек внутри, на котором что у нас? Написано, что это дизайн был создан в Париже, а сделан в Италии. Ну, вот. И здесь у нас, значит, маленький кармашек и есть, значит, сзади большой кармашек. Ну вот, такая сумка, как обычно. Я взяла свою фурлу, чтобы сравнить, чтобы вам показать, потому что фурла, мы все знаем, где купить фурлы, как выглядит фурла. Вот, по размерам. Фурла более вместительная, она более полненькая, как вы видите, но более низкая. Вот как-то так. И теперь я положу сюда все то, что необходимо, то, что я беру с собой. Посмотрите, насколько она вместительна. Потом я вам расскажу свое мнение. Я думаю, что потому как я разговариваю сегодня, достаточно понятно мое мнение. Давайте положим туда все, что я хочу положить. Так, первое, что я достаю, солнечные очки. Это must, поэтому мне важно, чтобы сумка, с которой я хожу каждый день, не важно, сумка, которая себя много вмещает или мало вмещает, но она должна вмещать солнечные очки, поэтому мои солнечные очки. Я их, знаете, вот полненьким, они вот у меня такие, как немного треугольные, я полненькой стороной их положу вниз. Да, вот так. Дальше мой телефон. Что мне понравилось, вот этот задний карман, в него влезает вообще без проблем телефон. Это вообще шикарно. Это просто супер. Мне это очень-очень понравилось. Просто вау, как понравилось. Так, что еще? Помните, я вам рассказывала, что у меня есть кошелечек с зарядкой. Говорила вам, что это у меня от каких-то румяшек. Остался такой кошелечек, я туда складываю зарядку. Кладу просто вот так вот внутрь. Дальше, помните, я вам говорила, что у меня есть кошелечек, ключница, и таблетница, и резинки, и пластыри. Это мой такой самый минимум необходимости в сумке. Зная моих детей, зная моего мужа, что может понадобиться, поэтому это мой самый минимум. И ключи обязательно должны быть в кошельке, в чем-либо. Мы его тоже засунем куда-то сбоку. Сейчас посмотрим. Ну вот сбоку он не очень засовывается, поэтому вот как-то так. Если честно, мне это не очень нравится, что это вот как-то так. Сейчас мы посмотрим, как я это по-другому засуну. Что мне еще нужно? И мой кошелек. Ну вот, obviously, наверное, мой кошелек сюда не влезет. Думаю, что он не влезет. Нет. Вот, если я засовываю свой кошелек и свою эту ключницу, то это не влезает. Окей, у меня есть идея. У меня, помните, давным-давно я вам показывала, что я купила такой карт-холдер. Я сюда переложу права, 2 кредитки и на всякий случай свою карту, медицинскую карту. Хотя, вы знаете, в последнее время я плачу Apple в телефоне, поэтому я практически не пользуюсь кошельком. И моя карта для здоровья. Кстати, можно даже для здоровья, что сказала моя медицинская карта, можно даже вот денежку наличные, то, что у меня есть,
немножко вот так скрутить. И у меня здесь посередине есть кармашек. Можно это переложить, дело сюда. Не самое удобное, но держаться будет. Так, положила. И теперь этот маленький карт-холдер мы можем с вами положить вот в этот маленький кармашек, потому что это туда, по-моему, влезает без проблем, да? Вот так. Окей, значит, кошелек отпадает, но карт-холдер в этот кармашек супер влезает. То есть карманы внутри они продумали прямо супер. Они их прошили так, как надо, под нормальные телефоны. Я думаю, что телефон побольше моего влезет. То есть это рассчитано на побольше телефона даже. Для карт-холдера этот маленький кармашек супер. И, в общем, у меня остались очки, провод, и вот эта вот моя штука туда не очень хорошо влезает, если честно. Так, это нехорошо. Мне не нравится, как это выглядит, поэтому таблетки нужно убрать. Ключи можно оставить. Если я убираю таблетки и просто кладу ключницу сбоку. Окей, все. Я поняла. А, помаду еще надо же, правда? Да, помада. Вот это сегодня помада будет. Все, и помада. В общем, давайте вам покажу. Вот как-то так. Засунула я, в общем, ключницу засунула сбоку, таблетки уберу. Здесь у меня провод, здесь у меня помаду я засунула сбоку одну, телефон, карт-холдер и ну, вот таблетки просто так сверху. Да, или можно как-то, не знаю, в общем, как-то так. И все это дело мы закрыли. Выглядит сумка таким образом. Ну, то есть самый-самый-самый минимум, который вам нужно брать с собой, в принципе, он сюда залезает, как вы видите. А в полен залезало все без проблем, здесь уже все туго типа залезает. То есть, ну, вообще самый минимум. В идеале, наверное, то, что таблетки вот так по сумке бегают, мне не нравится. Я бы, наверное, от них отказалась бы как-то. Потому что от ключей отказаться не могу, от провода я отказаться не могу, от помады я отказаться не могу, от пластыря отказаться не могу, но от таблетки бы отказалась бы, наверное. То есть таблетки отставляем в сторону. И вот так сумка, в принципе, немного тяжеловатая. По размерам, что хотела вам сказать. По размерам она примерно, по-моему, где-то 20 на 17. И в ширину она, по-моему, где-то 6-7 сантиметров. Весит она где-то, может быть, полкило, ну, как кожаные сумки. Кожа у нее, как вы видите, гладкая, что мне это понравилось. Вообще, я эту сумку увидела в Инстаграме, нет, не в Инстаграме, в Ютубе одной девочки. Она девочка худенькая, да, половина меня. И это было на ней так красиво, я так влюбилась в эту сумку моментально. Причем, но я должна помнить, что худенькие девочки, которые очень худенькие, их сумки, как выглядят на них, не выглядят так же на мне. На мне это выглядит очень-очень по-другому. Вот, ну, в общем, вот как-то так. Мне немного не нравится, как это открывается. Мне чувствуется, что это так, ну, хлюпенько немного. Ну да, хлюпенький немного магнит. Со временем мне кажется, что он вообще будет никакой. Но, в принципе, лаконичность сумки мне нравится. Она очень-очень лаконичная, очень простая, очень такая базовая сумка. Вот. Ну что, пойдемте с вами померим на мне, как это выглядит. Ну что, давайте я вам немножко покажу, как это выглядит на мне. Сегодня у меня вот такой аутфит, очень простой. Дон, привет. Все, кто соскучился по моей собаке. Сумку я оставила на самой высокой заклепке. Я почувствовала, что мне не нравится, когда она висит ниже. Мне нужно, чтобы она была такая, знаете, именно... сумка почтальона, я не знаю, как это объяснить, но мне нравится именно, что она здесь. А для меня она немножко школьная сумка, она немножечко школьная, не знаю, как-то я ее со школьной в шик не могу перевести на себе, если вы понимаете, что я имею в виду. У меня они такое очень двоякое впечатление, я не уверена, что она мне подходит, я вообще не уверена, что сумки квадратного варианта, такого типа, кроме фурлы почему-то, мне подходят. Но, может быть, я ошибаюсь. Как вы думаете? Буду рада вашим комментариям. Что вы думаете? Ну вот, как-то так. Может быть, здесь в этот видон. Кстати, у нас ночью был дождь, первый дождь, ура! Вы знаете, что на праздник Суккот в Израиле обычно религиозные люди молятся Богу для того, чтобы пошел дождь. У нас пошел дождь, и был такой дождь, даже у нас электричество выключал, как обычно. У нас на улице 18 градусов. А позавчера было 32, сегодня 18. Израиль, детка, с холодного в теплый сезон нас бросает налево и направо. Вот. Ну, в общем, так. Давайте пойду что-нибудь одену. Куртенку какую-то, может быть, будет что-то интереснее, понятнее. Я одела джинсовую куртку.
которая в этом сезоне я буду носить, которую я очень-очень люблю, которая мне очень нравится. Это одна из моих находок через Инстаграм. Советов. Ну вот, как-то так выглядит сумка. Знаете, с курткой она выглядит хорошо, мне нравится. Прям очень нравится, как она с курткой выглядит. Может быть, но она действительно зимняя сумка, на мой взгляд. Да, definitely зимняя, не летняя. И мне нравится вот так вот с курткой, что она сливается, так она на почтальона не похожа. Почтальон Пачкин. Тук-тук. Сейчас что-нибудь еще померим. Как сумка выглядит, кстати, на плече? Если есть интересующиеся. Ну, не мой вариант. Прямо совсем. Совсем не мой. Так мне не нравится от слова совсем. Надела для вас такое осеннее платье. Длинное вот такое вот осеннее платье. Осталось в той же обуви. Просто длинное платье осталось в том же жакете. И вот сумка. Черная. Но, в принципе, так мне она тоже, если честно, нравится. Видимо, здесь под нее просто нужно подбирать аутфиты. Но вопрос, насколько у меня есть терпение подбирать эти аутфиты и думать, чтобы она выглядела лаконично. Но хотя у меня есть несколько разных сумок для того, чтобы подобрать под разный аутфит. Не обязательно она должна подходить под все, правда? Но, наверное, черную сумку имеет место быть. Хотя, по дороге у меня еще одна черная сумка, но там немножко другой вариант. Именно выходной сумки. Вот. Мне нравится этот лук, если честно, очень-очень. Могу сейчас снять жакет, вам показать без жакета как. Маленький момент, который хочу еще отметить. Взяла другой телефон, вам показать. Значит, открываем сумку. Я вам говорила, что сзади находится этот карман и очень-очень удобно класть. То есть очень удобно брать, очень удобно класть. И закрыли. Вот с таким платьем. Я могу сказать, что все больше и больше с такими темными оттенками мне эта сумка нравится. Видимо, когда я ее получила, первое впечатление, по непривычке я посмотрела на нее и думаю, блин, ты черная, что я с тобой буду делать? Но вот так вот, вы знаете, особенно с этим платьем, вау, она мне очень нравится, очень классно. И вот именно здесь под грудь, так под пояс, как почтальон, big like. Еще покажу вам лук один, сразу скажу, здесь я, конечно, бы, наверное, бы одевалась плотными темными колготками. Ну, очень лень. Вот такое вот платье. Я одела сапожки. И я обожаю эти сапожки свои с прошлого года. Ну да, я сюда бы одела бы или черные тайцы, или просто такие плотные очень колготки. Ну да. Ну, по-моему, даже здесь эта сумка выглядит супер шик. Как вы думаете? Мне действительно очень интересно ваше мнение. Понятно, что эта сумка не для всех, и не на всех вкус, и что я сказала, сама не поняла. Но мне интересно, как вы думаете, что это выглядит именно на мне, исходя из того, что вы видите на мне. Давайте последнее, что я вам покажу, я возьму какую-нибудь дутую куртку и на дутую куртку одену. Так, пока шла до дутой куртки, решила вам показать еще вариант того, как я вообще одеваюсь в Израиле. Это летнее платье, видите? Но поскольку это Израиль, он немножечко другой от европейской погоды, то здесь имеет место одевать летнее платье, сверху какой-то массивный джемпер. Это абсолютно здесь нормально. Хотя, может быть, и в Европе в наше время это нормально. В общем, я одела так, как бы я вышла на улицу, например, да, на работу. Я бы одела вот такое платье, сапоги. Под низ бы, наверное, не одевала никаких колготок, ничего. И вот такой кардиган. Он у меня 2- или 3-летней давности с Манго. Они просто фантастические, эти кардиганы. Они были, по-моему, 2 сезона, и они просто фантастиш. И вот сумка. Что вы думаете? Ой, мне кажется, очень классно. Мне нравится. Я все больше и больше ее люблю. Да, мне очень нравится. Прямо вот самое то. Так, я пошла за пуховиком. Ну что, и теперь у нас пуховик. Это покупка прошлого сезона, я вам про это уже говорила. Я осталась с тем же платьем, я не снимала его пока. Это очень удачная покупка прошлого сезона. Я знаю, что в этом сезоне они немного стали входить в моду, особенно те, которые как бомперы, без капюшона. Они очень тоненькие. Для израильской погоды это вообще самое-самое то. Ну вот и сумка как-то выглядит так. Слушайте, все, я влюбилась в эту сумку окончательно. Да, что поделать, мне очень-очень нравится. Все, я люблю. Да. Ну что, вот такие вот видоны.
были на сегодня. Ну что, дорогие мои, надеюсь, вам было интересно это видео. Вы знаете, с тем, что я мерила эту сумку, мне все больше и больше она понравилась, поэтому я ее однозначно оставляю. Как-то она вот очень хорошо вписалась, наверное, в осенний, зимний гардероб. Наверное, это абсолютно осенне-зимняя сумка. Так что в это время года я буду ее использовать, то есть в холодное время года в Израиле. Но все-таки в плане вместительности я скажу, что она где-то так, ну, из 10 на 6, на 7. Даже для мини-сумки могла бы она быть немножечко пошире, гармошечкой, да, вот что-то наподобие селен, гармошечкой, и тогда бы туда вмещалось, наверное, побольше вещей. Вот. В любом случае, очень жду ваших комментариев, не забывайте подписываться на мой канал, для меня это очень важно, и мы с вами увидимся через пару дней. Пока!